Все мы простые люди, все мы поднимаемся с одних и тех же мест. Нам не было от кого учиться. Достигли подписчиков 500 человек, не очень хорошо. Ты мне дай то, что мне нужно. И вас задействовать в этой истории. Мне сейчас 30. Нет уважения к делу другого человека. Интересно изучать людей, о чем-то думал, приложил усилий, забрало кучу времени, масса информации. Это все я заморочился, чтобы видео выглядело более красиво. Привет тебе, мой зритель, либо мой подписчик, ты на канале Альтермор. Это мой творческий канал. Снимаю свой очередной влог, будучи еще больным. Это простуда. Я снимал влоги о том, что я уже вакцинировался в одном из своих прошлых влогов. Можете здесь посмотреть. Тем не менее, осень, сейчас сентябрь, 24 сентября 2021 года, и я заболел, я не знаю, вирус это или простуда, но не суть. Сам факт того, что мне трудно, и вот сегодня полдня я просто проспал из-за того, что не было сил. И сегодня даже ходил сдавать ПЛР-тест впервые в своей жизни за эти 2 года, то есть мы не болели. Но сдал, пошел провериться, интересно, что там покажет. Суть в чем? В эти дни я пытаюсь, пока болею, переосмыслить все, что происходит, все, что я делаю. И мне много чего есть сказать тебе, много чего есть сказать того, чего, возможно, стоит не говорить, кто-то бы сказал, другое стоит говорить. И вообще, каждый раз это, знаете, это такая психологическая борьба. Ты пытаешься понять, что стоит говорить на канале, что стоит доносить. Одни скажут, что это так не нужно, другие скажут, так не нужно. Я пытаюсь понять, что ты будешь слушать, что нет, и при этом, при всем, я хочу также при этом рассказать свою историю. Этот канал, он история моя творческая жизни. То есть это не только та видная часть, которую ты видишь, где я вот там, и отдельные люди, например, творческие известные, да, вот они там что-то выкладывают, клипы выпускают, музыку, и все, ты не знаешь, что у них происходит. Я хочу показать свой личный опыт и процесс изнутри, то есть не только ту музыку, которую мы делаем, а вот влоги, которые я снимаю, как я мыслю, например, я не умею быстро слишком соображать и быстро вываливать тонну информации. Даже в видео я заметил, что я так медленно что-то повествую. Ну, это моя такая суть, вот. Это я много чего вот анализировал, и знаете, я скажу, что это за годы жизни, вот опыт накопился, мне сейчас 30, и я за годы жизни, я видел жизни многих людей, анализировал их, анализировал свою жизнь. Извиняюсь за то, что шмаркаю, это неизбежно в данном случае. И вот я анализирую жизни, пытаюсь с каждой жизни, из каждых действий всех людей для себя проанализирую, знаете, черпаю какие-то моменты, ошибки, которых люди допустили, смотрю, что я допустил, чего не стоило бы делать, либо что стоило, в чем пробовать, что нет. Большую часть жизни, я скажу честно, я спотыкался об комплексы, зажатости и мнения других, где кто-то говорит тебе, что ты не сможешь чего-то достичь, что ты не сможешь что-то реализовать, это не для тебя и так далее. Другое дело, конечно, вопрос в том, стоит ли это, для чего тебе это нужно, правильный ли у тебя подход, правильно ли ты мыслишь. Знаете, что я заметил, что у большинства людей на нашем постсоветском, особенно пространстве, это то, что я мог анализировать и сравнивать, не в обиду кому-то, просто, знаете, я пытаюсь быть честным даже с самим собой, я пытаюсь даже себя анализировать, и вот себе сразу, я стараюсь тоже критически к себе относиться, если я что-то где-то сделал не так, я вот буквально через небольшой промежуток времени скажу себе, да, парень, ты сделал вот здесь не очень хорошо, либо там видео я снимаю, я смотрю на монтаже, я 3 раза повторяюсь на какую-то одну тему, это тоже часть меня, это тоже часть моих каких-то тараканов, возможно, то, с чем я борюсь, да. И вот я заметил, что у большинства наших людей, ну как, опять же, я тоже в какой-то степени был таким, я пытаюсь это искоренить, понимаете, нет уважения к делу другого человека. И от того, что все мы, в принципе, нам не было от кого учиться. Вот почему часто бывает, что мы страдаем в жизни, будучи молодыми. Потому что у нас, у родителей, ну это мое поколение, например. Из моего поколения, вот мне 30, да, вот все люди плюс-минус в этом, чуть-чуть бывает большинство людей, тех, кто чуть старше меня даже, и на моем уровне,
Кто-то из них, ну, например, большинство моих одноклассников, однокурсников уже женились, детей завели, карьеру построили, что-то еще. Машины имеют, квартиры, все. Есть я, например, у меня своя отдельная жизнь, хотя я тоже женат, но у меня все не так широко, не так. Я пытаюсь вот в свои 30, там, пытаюсь себе поставить цели и достичь их. То есть сам лично у меня не было никакого буста, знаете, толчка, что кто-то мне что-то там спонсорнул, устроил меня на работу. Не было такого. Я в каждую работу я шел сам, я искал сам, я проходил эту работу, я преодолевал разные трудности, понимал, нужно ли оно мне или нет, и уходил, и дальше шел. И всю жизнь я в поисках себя, в поисках своего дела, в поисках того, по сути, вот чем бы ты мог зарабатывать на жизнь, чтобы приносило тебе удовольствие. Это нормально. И очень многое почерпнул, поэтому я призываю вас подписаться на этот канал, потому что это один из лучших. Не то чтобы я слишком много о себе думаю, но просто я видел творческие каналы на ютубе сегодня, еще и на постсоветском пространстве, и я не нашел ни одного, который вот мне бы был близок по духу. Все пытаются кому-то подражать куда-то. Не скрою, я тоже пытаюсь иногда кому-то подражать, но я пытаюсь, знаете, тоже равняться на лучших людей. Здесь будет все самое оптимальное, и я культурно подхожу к контенту. Мой контент можно смотреть молодым людям, которые пытаются достичь чего-то, ну и вообще правильно подойти к делу. Не просто на практическом, знаете, таком поприще, на музыка, вот делай музыку, давайте делаем музыку, но и психологическую сторону процесса, понимаете, потому что это тоже имеет место быть, и многие об этом не говорят. И на этом канале у нас будет масса информации. Продюсирование своего проекта, продюсирование других людей будет, разбор композиций, разных стилей, саундтреки, биты, другая музыка, синθwave, обзор оборудования, разбор каких-то плагинов, в Studio One работа, влоги мои, где я делюсь своим опытом жизненным, анализом психологической такой стороны вообще человека, контакта с другими людьми и взаимодействия во всем этом в какой-то сфере, фриланс, все это здесь, и все это мой творческий путь. И сам учусь уважать труд других людей и их позицию, и их какой-то вот, знаете, особенность их. И тоже хочу, чтобы вы, когда приходите, вы тоже понимали, что у меня здесь, я не то чтобы сам с собой здесь что-то там делаю, я просто, у меня какое-то есть направление, понимаете, и то видео или иное видео, которое я снимаю, у него есть какая-то цель. Я пытаюсь передать это вам. Я пытаюсь и вас задействовать в этой истории, чтобы мы взаимодействовали, общались. Поэтому я говорю, пишите в комментариях, я всегда с вами общаюсь. И в то же время я хочу свою донести какую-то, знаете, подачу. Вот я, например, снял видео про сборку компьютера. Я снял его так, как я мог снять, так, как я хотел это сделать. Старался сделать так, чтобы вам было интересно. Долго монтировал этот выпуск, забрало кучу времени у меня это все. Вырезал много ненужных моментов. Проанализировал себя, чтобы улучшиться для съемки видео. Собрал систему именно таким образом, потому что я долго выбирал месяцами эти детали, и я пытался выбрать оптимальный вариант, исходя из своих возможностей и нужд. Это тоже нужно понимать. И я хотел вас вовлечь в этот процесс, и я снял так, как мог. Если бы я мог снять лучше, либо как-то по-другому, либо на другую тему, вы там чего-то не увидели, то я бы снял так. То есть это нужно уважать. Понимаете, когда я прихожу на канал к человеку, у которого я что-то черпаю, и он мне доносит, и я понимаю, я задумываюсь. Вот этот вот урок, который я еще раз вернусь к прошлой теме, о которой мы сказали в начале видео, что нам не было от кого учиться. И вот я пытаюсь сегодня учиться, учусь и делаю это, ставлю себя на место других людей. Я прихожу, я не вижу в ролике, который я смотрю, то, что мне нужно. Вот сразу я захожу, ты мне дай то, что мне нужно. Но так не может быть. Я сразу вижу, что человек, наверное, старался, приложил усилий, чтобы снять это видео. Человек старался, чтобы собрать комплектующие, показать результат потом, что это принесет. На основе этих комплектующих показать продукт, который он сделал, какую музыку он написал. И даже вот сама съемка, сколько усилий он приложил, например, будучи там больным, записать видео, будучи дома в каких-то условиях таких, создать декорации, какую-то обстановку такую, чтобы было красиво в видео, настроить свет, настроить съемку, потом смонтировать. Это все большая работа. Это тоже нужно оценивать, потому что
человек над этим работает. Это будет помогать нам учиться уважать других. И мы, когда приходим, мы не видим то, что мы хотели, но мы понимаем, человек старался. Возможно, он что-то хочет донести. Мы идем, посмотрим другие видео, попытаемся понять на его канале, попытаемся понять, что это за человек, что он доносит нам. Потому что я учусь тоже себя продвигать на ютубе, опять же, сегодня, как музыкант, как композитор, как продюсер и блогер, влогер. И я вам хочу сказать, что это целая наука, это большая работа, и в наше время это не легко сделать, но при этом легче, чем было когда-то, потому что ты с интернета можешь делать все и продвигать себя так, как ты хочешь. И вы знаете, пытаюсь, посмотрю, записываю ли я себя. Вот видите, еще одна сложность, ты должен мониторить себя, записываешь ли ты или нет. Может быть все что угодно. Одна камера, например, сейчас. Ты может запись остановиться и все, и ты тут в холостую говоришь. А к чему я вел? Вот видите, сбился с мысли. Я знаю, что не просто продвинуться, и для того, чтобы продвинуться, нужно не просто показывать какой-то поверхностный продукт. Вот там, посмотрите на мои биты я сделал, посмотрите на музыку. Я для себя выучил, что люди любят и на ютубе, почему подписываются люди на канал чаще всего. Кто-то, конечно, приходит из корыстливых, таких, знаете, просто использовать и выкинуть целей. А кто-то видит в человеке что-то, подписывается, потому что человек рассказывает историю. И в большинстве случаев любые фаны кого-то там, чьего-то контента, какого-то проекта, это все часть истории и человека. И здесь на канале я пытаюсь написать свою историю. Этот влог не то, что я снимаю, чтобы быть популярным, мне это не нужно, я просто делаю свое дело, я хочу поделиться творческим путем, понимаете? И я вам скажу больше, этот видеоблог, этот канал и все, что я делаю, при усилиях всех, которые прикладываю, помогают мне побороть свои некоторые зажатости, трудности, с которыми я жил до 30 лет. И это очень мне помогает. Это помогает мне также и выступать более свободно перед людьми, перед вами, вот так говорить, выглядеть в кадре лучше, понять, как я лучше выгляжу, в чем и когда, и что мне делать. То есть это все огромная работа. И даже снять вот это видео, как я к этому шел. Вы видите, что здесь свет прикольно стоит, да, я уже в кадре выгляжу лучше, чем посмотрите мои первые влоги. Разница есть. В данный момент я снял в таких, я подзаморочился, то есть у меня вот падает синего на стену, здесь у меня теплый свет, здесь у меня софтбокс, который я недавно приобрел, специально потратился, это был небольшой вклад, но это софтбокс, который белый свет отодвинул, чтобы не резал слишком. Вот, и сейчас 3 источника света, плюс небольшой свет из окна попадает сюда. Это все я заморочился, чтобы видео выглядело более красивым. Это тоже работа. Я пока все это подготовил, прошло полчаса где-то времени, как минимум, пока я все это подготовил и настроил так, чтобы мне нравилось, чтобы это выглядело нормально. И вот это все большая работа, и знаете, историю, которую я хочу рассказать, вот это моя личная история, и я уже говорил, я подогревал интерес, пытался, но у меня аудитория пока что маленькая, но, кстати, я хотел бы отметить, что мы за какое-то время с вами достигли подписчиков 500 человек, сейчас 520 плюс человек на канале подписчиков, я вам очень благодарен за то, что вы подписываетесь, понимаете и присоединяетесь к этому проекту, к этому каналу и разделяете этот путь со мной. Мы ждем 1000 подписчиков, чтобы я мог включить монетизацию, стать партнером YouTube наконец-то, а это все тернистый путь, опять же. Еще раз спасибо вам большое за то, что вы здесь со мной, пишите в комментарии, я думаю, что на 1000 подписчиков мы сделаем особенное видео, как-то по-особенному проанализируем все, что мы сделали за все это время. Думаю, так и будет. Еще хотел сказать, что в последнее время я ломал голову по поводу того, как мне вести канал, стоит ли мне для музыки, для будущих релизов открывать отдельный канал, и потом я понял, что, опять же, все-таки не стоит, и сам YouTube тебя, как бы, знаете, подбадривает, чтобы ты, не могу слова подобрать, вот, чтобы ты вел свой канал и рассказывал на нем свою историю, то есть вот как музыкант, да, то есть и влоги у тебя на канале музыкальном есть. Просто сейчас на ютубе много чего поменялось и поменяется в ближайшее время, и уже не нужно, как раньше люди делали, разделяли канал, что там один канал лайв, другой канал такой, люди не поймут. На самом деле каждое видео на канале, если грамотно распределить по плейлистам, люди находят то, что им нужно, и по названиям все это продвигается, и все, также музыка будет висеть, и это намного лучше, чем я создам канал музыкальный, кто-то зайдет, послушает там
там музыку, я ноунейм, меня никто не знает, кто-то подпишется и все. А здесь я смогу выпустить музыку, вы сможете слушать ее на всех площадках, но при этом вы увидите здесь часть меня, моя история живая. То есть этот человек что-то делал для того, чтобы выпустить эти релизы. Это музыка человека, который о чем-то думал. Что-то привело меня к этой музыке, правильно? Потом человек выпустил музыку, он выпустил анализ многих-многих треков, которые были у него в альбоме. Мы будем с вами все это разбирать. То есть выйдет альбом сталкерский, например. Я выпущу историю, что меня толкнуло на это. Что произошло, почему я решил написать этот альбом с такими саундтреками заброшенных мест. Потом EP выйдет, мы все эти треки будем разбирать, потом Synthwave, потом я буду стараться привлечь людей, которых буду продюсировать в музыке. И это все, представьте себе, сколько это контента нарастет, и сколько материала, и с чем я смогу с вами поделиться. И это при том, что я пытаюсь брать пример с лучших людей, но с лучших там продюсеров, композиторов, но при этом пытаюсь свежим подходить, знаете. Я не делаю в проекте, например, не кидаю реверб только потому, что нужно его. Не делаю параллельную какую-то компрессию только потому, что ее обязательно нужно там сделать. Я делаю все в своей музыке только потому, что я хочу добиться вот этого, и я пытаюсь добиться вот этого. То есть в будущих видео я буду еще рассусоливать эту тему. Не все штуки, которые можно применить в текущем проекте, в данном треке, в данной композиции, уместно применять. То есть мы применяем только то, что нужно. Я надеюсь, что я затравку эту кинул. И я буду шлифовать по мере возможности. Вот когда ты болен, когда ты устал, у тебя работа, что-то еще, знаете, невозможно объективно делать сейчас. Я вот время, пока я больной, использую для того, чтобы свои видео снимать что-то, снять, возможно, какие-то видео подмонтировать, которые уже лежат, ждут. Вот та же ситуация с компьютером. Здесь будет еще одна всплывашка, мне кажется. Я подготовил в июне видео, по-моему, по сборке с компьютером, когда я его купил, комплектующие. Мы готовились к сборке. Я тогда же снял видео по самой сборке, но только вот на днях, только вчера я опубликовал это видео. Второе, потому что у меня не было времени, чтобы сесть и смонтировать этот ролик даже. И я добрался до него, актуальности он не потерял, и во второй части я показал, как я собираю, насколько мог показать. Даже постарался сделать выпуск более юмористичным, для того, чтобы вам было забавнее смотреть, а не просто монотонно, знаете. Ну, там есть моменты, я думаю, вы оцените. И это еще не все, будет еще один выпуск, или, возможно, два, но пока что один на эту тему с компьютером. Там будут тесты и мои советы на основе того, что я понял, когда уже обновился. Я хотел одним выпуском сделать, но он получался слишком огромным, поэтому я разделил. Там был второй, и посмотрите первый и второй выпуски, и третий будет по тестам моего компьютера, и все. Кто-то говорит, что на канале музыканта, когда мы говорим о компьютере, кто-то говорит, что нужно писать, то есть снимать видео на монитором, по акустике, по звуковой карте, но это музыкальное оборудование, не сравнивайте. Многие говорят об этом, но забывают о компьютере, это неотъемлемая часть студии. Это в какой-то степени сердце студии, потому что какая бы ни была у вас аудиокарта, если у вас комп не тянет и он недостаточно хорош, это все знаете. А мы в своих условиях, я напомню, научились писать музыку с плохими колонками. Мы научились писать музыку без внешней аудиокарты, хотя она у меня есть. Мы научились писать музыку в спартанских условиях и делать ее классно и даже за один вечер. Сейчас я уже заморачиваюсь, копаюсь, слишком требователен к себе, я пытаюсь работать над музыкой больше, и все равно, более того, я вам скажу, что как бы там ни было, музыка, история написания альбома или треков, вы можете даже не меня послушать, а взять примеры более известных людей, которые творчески выражаются и там год, два, три пишут альбомы. Это история вдохновения, это история, это даже психология, это твой личный мир, это твое состояние, это психологическая борьба, пока ты пишешь альбом. Потому что, особенно когда ты работаешь сам над всем, когда ты продюсируешь его, когда ты не просто написал тречок и выпустил, знаете, как любой может сделать, а ты действительно шлифовал его по мелочам, так как умел, конечно. Это тоже нужно учитывать. Нужно уважать, что у человека вот какой-то уровень есть свой,
достижений. И мы не можем сказать, что он плохо сделал. У него просто был какой-то уровень, на котором он работал, правильно? Он пытался добиться лучшего. В следующий раз у него будет лучше. То есть вот это нужно уважать. Человек старался, трудился, для него это было очень важно. Момент вдохновения. Момент, как мне продолжить. Вот я написал много треков. У меня замылились уши. Я думаю, вы понимаете, что такое. Если вы не знаете, что такое замыленные уши и вообще потеря объективности в процессе написания и сведения музыки, пишите в комментарии. Возможно, даже выпуск об этом снимем. Я отвечу вам. Вот. И когда вот ты сидишь, долго работаешь над одним проектом, ты замыливаешься и теряешь объективность. Тебе может казаться, что это все плохо, либо что это все супер хорошо и нечего править. Но когда ты много времени, там, возможно, недельку, две, даже больше у меня было вот. И вот над сталкерским альбомом я работаю, да, это не год работы над альбомом, это над альбомом работы меньше, знаете. Я для себя вот, чем больше я вникаю в эту тему, это будет мой дебютный альбом настоящий. И чем больше я работаю над этим, тем больше я понимаю, что дело не столько в самой музыке, сколько в твоей психологической борьбе. Что на тебя влияет в данный период жизни? Как ты подходишь к этому процессу? Как ты борешься с прокрастинацией? Тебе нужно сесть сделать. Сядешь ли ты сделаешь? Либо ты будешь думать, что ты сейчас испортишь все. Я пытаюсь вот вас вовлечь в внутрь этого, чтобы вы поняли, как это. И добавить ли струнных, развести по панораме так, либо так, сжать это или то, там реверба больше дать или меньше. Стоит ли добавить здесь какую-то еще подложку. Еще, кроме того, сложнейший путь, который предстоит, ну, я, по крайней мере, себе так его рисую. У меня уже есть материалы плюс-минус на обложку альбома, который нужно будет создать. Я, опять же, в фотошопе немножко шарю. Есть кое-какой опыт, и я буду обложку сам делать. Обложку нужно будет сделать для релиза 3000 на 3000, то есть там, насколько я помню, нужно будет повозиться, сделать максимально качественно, чтобы это смотрелось везде. И это еще полбеды. Когда будет готов отмастеренный альбом, предстоит еще его продвинуть. И тут есть разные пути продвижения альбома. Я точно не буду тратиться на рекламу, у меня нету денег на рекламу альбома платную, вот именно. Я буду стараться пробиваться какие-то соцсети, какие-то там группы тематические. Опять же, поможет мне в этом, и я уверен, именно то, что я буду снимать видео по этим композициям, историю о том, что предшествовало этому. Я буду делать небольшую промо-компанию, сделаю трейлер специальный для этого. То есть я продемонстрирую, возможно, кусочки треков и сниму видео, озвучу красиво, подам видео, вброс сделаю перед релизом. Релиз выйдет, все это. То есть этот процесс уже после готового альбома, это еще целая работа. Тогда ты понимаешь, почему некоторые люди, которые серьезно занимаются музыкой и нанимают себе менеджеров, да, то есть, ну, потому что менеджер, по сути, он уже занимается всеми этими рутинными делами мелкими, да. Когда у тебя есть люди, которые помогают тебе, кто-то, знаете, в семье помогает, вот кто-то из семьи, там жена, либо там у кого-то дети даже, у кого-то еще что-то там, сродни кто-то. Но у кого как, у меня такого сейчас нет, как бы, и некому, скажем, помочь мне в таком плане. И одному все это делать трудно, и это еще затягивает. Вот все эти вещи, вот даже съемка видео, все эти вещи, чтобы поддерживать канал, они затягивают процесс, они мешают мне сосредоточиться на альбоме. И, честно сказать, если бы у меня были другие условия, даже если вот в тех условиях, в которых я создаю музыку, если бы я мог закрыться, изолироваться чуть-чуть, например, я же в домашней студии работаю, у меня жена дома, я зависим все равно от нее, нужно идти на компромиссы, когда ты вместе живешь, понимаете? Это семейная жизнь, и без которой тоже никак, загнуться можно. Если ты в других условиях, я бы написал намного быстрее. Если бы я не заморачивался о съемке видео, о поддержании какого-то там активности на канале, и это тоже часть моего проекта, мой путь, то есть вот, если бы я не делал этот канал, то как бы я сказал о моей музыке вообще, как бы я рассказал свою историю. Ну, то есть, даже если бы я музыку выпустил, никому до нее не было бы дела, потому что с ней ничего не связано. А так я выпущу музыку, и с ней будут связаны я, моя история творческая, моя жизнь, и еще несколько тем, возможно, и людей, которые соприкасались, которые пересеклись. Поэтому то, что ты отвлекаешься на все эти вещи и сам работаешь над всем, забирает массу времени.
Вот поэтому затягивается процесс написания самого альбома. Я думаю, что я это объяснил. И вот опять же вернемся, я скажу, что я решил, что делать все-таки лучше релизы все на своем канале этом текущем, не раскидываться на разные каналы, потому что, опять же, вот здесь музыка, здесь все. Сейчас современный YouTube такой, и ничего страшного нет. Я понял, что если я выпущу треки музыкальные в отдельных плейлистах, они будут, потом подтвердим канал исполнителя, и все будет хорошо. И кроме самой музыки будет еще целая в совокупность видео, такая, знаете, цепочка, паутина, которая будет меня как вот личность, почему я пришел к этому и что я сделал. Это все я говорю не то, чтобы, знаете, не к тому, не поймите неправильно, что я вот ношусь там, скажем, с собой, со своим эго, вот я рассказываю, я там сел. Я это веду к тому, что вот это история жизни, одна из них. Когда вы слушаете, вы это прекрасно знаете, когда вы слушаете композицию человека, вам сильно нравится какая-то там где-то, да? Вам интересен человек этот все-таки. Почему он пришел к этому? И вообще жизнь такова, что нам все-таки интересно изучать людей, особенно людей, которые мыслят нестандартно, не делают все как все, и что-то у них происходит в жизни. Это опыт, который хочется почерпнуть, и который действительно поможет нам, возможно, пересмотреть свою жизнь. Потому что мы исследователи по жизни. Мы по жизни и копатели, мы по жизни и создатели, и как бы от Бога получили такое, знаете, желание такое создавать, что-то творить. И я хочу сказать, что действительно этот процесс удивительный, и вообще мы всю жизнь учимся. Это нормальный процесс. Я люблю учиться. Я не люблю учиться тому, что навязывают, как в системе, делают тебя Ctrl-C, Ctrl-V. А знаете, именно вот когда ты сам развиваешься как индивид, когда ты равняешься на лучших, и ты формируешься сам как личность, ты учишься. Я просто хочу, чтобы вы, глядя на мой контент, вникая в то, что я говорю, стали чуточку лучшими людьми. Я надеюсь, что я смогу помочь вам в этом. Надеюсь, что я смогу подать в этом хороший пример, насколько я могу. Таким было видео, я надеюсь, не слишком много, но люди снимают, знаете, влоги. И как еще во влогах говорить, если не так? Если не так сидеть и говорить, это нормально. Тем более, что эта информация ценная, и я пытался мысли собрать так, чтобы вам ее донести. И все, что я сказал по поводу на своем примере, опять же, я сказал не про себя, что вот я со своим эго ношусь. Нет, я просто преподношу это как со стороны на своем примере, потому что не могу сейчас привести другой пример вам. Поэтому говорю на своем примере о своих каких-то шагах. Вот. Так что таким вот был этот влог. И я надеюсь, что вы воспользуетесь с него. Прошу вас оставлять комментарии. Возможно, у вас есть люди, которые разделяют ваши интересы в социальных сетях. Я буду вам благодарен, если вы поделитесь этим видео. Оставляйте мысли по поводу. Если я что-то забыл, спрашивайте в комментариях, я вам отвечу. И я желаю всем творческих успехов. Берегите себя, жизнь, здоровье. Вот. Творите. Но знаете, еще что я хотел в конце сказать, я не умею прощаться, вы знаете об этом, кто смотрит меня давно. Я к своим 30 годам понял одну вещь, что многие вот люди, которые что-то пишут, что-то добиваются, они пытаются часто преподносить себя так, и таким образом, ну, то есть выглядеть так, как они, кем они пытаются казаться, но кем не есть на самом деле, и все-таки нужно быть собой. Не нужно, ну а зачем? Мы будем казаться в видео, в каких-то там клипах, в чем-то еще тем, кем мы не являемся, ну, не знаю, это... Нужно быть собой, нужно оставаться человеком, самое главное. То есть, как бы это приятнее. Мне, например, приятнее знать, что человек, который пишет саундтреки, который мне нравится, он простой человек, он рассказывает, как он это сделал, и он просто делится, он показывает, как к этому подходил, и ты понимаешь, что это за человек вообще, по сути, в ходе общения. Вот так, как вы сейчас со мной, вы можете тоже многое понять, кто я, что я за человек и чем я дышу. Да, и это, знаете, эти вещи нас с вами, по сути, сближают, правильно? Потому что если бы я сидел здесь такой пафосный, как в студии, я великий звукорежиссер, и рассказывал бы вам какие-то истории, что я вот такой крутой человек, что я там что-то добился, я там пишу такой крутой альбом, но это было бы, знаете, дистанция. Все мы простые люди, все мы поднимаемся с одних и тех же мест, практически. Ну, не все, конечно. Мы простые люди, и каким бы ты ни был, чего бы ты ни достиг, нужно понимать, откуда ты, кто ты, и что, по сути, даже все твои достижения
по большому счету в глобальном масштабе не имеет особого значения. Это твое дело, которое ты делаешь и что-то пытаешься донести, там, как-то выразиться. Но по факту это нужно помнить, что ты маленький винтик в этой огромной махине. И все относительно в этом мире. И если тебя вдруг не станет, то, скорее всего, никто это не заметит. Либо заметит, но как бы... Ну, вы знаете, ладно, это другая тема. Возможно, если вам интересно будет развить эту тему, мы можем окунуться в нее. Это тоже отдельный момент. У нас еще будет отдельное видео про известность, славу, популярность, минусы, плюсы этого, татуировки на теле и прочее в этой всей теме. Я это отдельно еще подниму в отдельном видео. Мы будем это разжевывать и объяснять. Пишите отзывы. Еще раз спасибо всем. Надеюсь, я не слишком затянул. Увидимся в следующем видео на моем канале. Не пропускайте видео. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, на мой инстаграм Altermore Music. Я там иногда опубликую то, что здесь нет. И увидимся с вами. Все, всем пока. Берегите себя. У меня не было свежих продуктов, которые мне нужно обозревать. Если у вас есть такие, присылайте мне. Мы сделаем видео такое, что на нем будет просмотр. Его захотят смотреть. Я уверен. Ладно, спасибо вам большое за внимание.